Всем привет! Очередное мое видео из Сирии. И сегодня мы с вами посмотрим ночную жизнь Дамаска. Но прежде я хотел отметить то, что ближе к концу видео я скажу одну очень важную и, возможно, во многом определяющую вещь о ночной жизни Сирии и, в частности, о сирийских девушках. Но сначала немного интересной и важной информации о Сирии, которую просили дать мне подписчики в предыдущих видео, в своих комментариях. Итак, средняя зарплата бюджетников в Сирии примерно $50. Цена литра бензина 44 цента или 28 рублей. Но не все так радужно и хорошо с бензином, как кажется на первый взгляд. Потому что цены на автомобили в Сирии очень высокие и из-за высокой стоимости растаможки. Растаможка составляет примерно 200% от стоимости автомобиля. Десятку 2003 года в Сирии можно купить примерно за 2 миллиона 600 тысяч лир. На рубли это примерно 330 тысяч рублей или 5000 долларов. В соседнем Ливане примерно за такие же деньги можно купить Кадиллак примерно такого же года. Поэтому многие сирийцы покупают автомобиль в Ливане и периодически выезжают в Ливан для того, чтобы не производить растаможку своего автомобиля. Забронировать отель в Сирии практически невозможно, потому что сервисы бронирования отелей не работают в Сирии. Также уже находясь в самой Сирии невозможно забронировать отель в любой точке мира, потому что сирийские IP блокируются. Забронировать отель можно только при помощи некоторых VPN-сервисов. Почему некоторых? Потому что основные VPN-сервисы также не работают в Сирии. Международные платежные системы с известного времени тоже не работают в Сирии, а сирийские банкоматы работают только с сирийскими банками. Но не все так плохо и грустно, как кажется на первый взгляд. Просто надо знать и понимать, как себя вести, направляясь в Сирийскую Арабскую Республику. Ребята, для тех, кто также соберется в Сирию, пожалуйста, здесь можно свободно обменять валюту. Ну, наиболее приемлемо это доллары. Вот. Я пришел, обменял. Ну, отнеслись, скажем так, подозрительно. Просили паспорт. Паспорт просматривали там несколько минут. Нашли визу, посмотрели эту визу. Записали, короче, все данные, просканировали паспорт, просканировали визу. И, в общем-то, выдали мне вот такой вот листок. Обменял, значит, $50, получил местных денег 21 700. Американские доллары имеют свободное хождение в стране. И ими можно расплачиваться практически в любом месте. В общем-то, вот такая получается коализия. Несмотря на всем известные отношения между США и Сирией, американская валюта имеет здесь главенствующее положение. Но теперь, как же попасть в саму Сирию? В Сирию попасть совсем непросто. Есть два способа, чтобы попасть в страну. Первый – это получить приглашение от частного лица, то есть от самого сирийца. При этом сириец обязуется то, что вы будете жить у него, и он несет за вас полную ответственность. Второе – получить приглашение от туристической сирийской фирмы. При этом вы должны будете у этой фирмы взять тур. Стоимость тура в среднем составляет $200 один день. Ну вот вы можете посчитать, сколько будет стоить ваш тур в зависимости от количества дней. При этом составляется маршрут, отклонения от которого будут практически невозможны. Ну что, наверное, надо потихоньку переходить к теме развлечений и ночной жизни в Дамаске. Ну, как видим, уже не первый раз, все люди практически, и девушки, и мужчины, очень спокойно реагируют на камеру. Ни разу там никто мне рукой не махал, чтобы не снимали и тому подобное. То есть это даже в России не часто встретишь. Также хочу отметить, что Дамаск вполне себе светский, толерантный город, в традиционном понимании этого слова. Девушки могут быть полностью облаченными в паранджу, а также другие могут пойти на дискотеку в коротких юбках, в джинсах и в топиках с голым животом. Но это мы с вами увидим чуть позже. Помимо ночных клубов и ресторанов, в Дамаске вполне себе можно посетить, например, боулинг, куда меня любезно пригласили сирийские товарищи. Что, первый блин дома? Просто народная пословица. Так, ребят, час ночи. Мы как бы должны находиться на самой тусовочной улице Дамаска. Здесь расположены все основные
клубы и дискотеки. Вот сейчас пройдемся, посмотрим. Ну а сейчас, как я уже сказал, мы пройдемся по нескольким увеселительным заведениям Дамаска, которые, как я думаю, все-таки отличаются друг от друга. Одни заведения будут более молодежные, а другие, скажем так, для более солидных людей. Ну а я попробую передать вам атмосферу этих заведений. Итак, первый бар. По поводу этого бара хочу отметить один интересный момент. Ну так вот, я встретил там русскую девушку из Питера, и она там работает официанткой. В общем-то, вот такой интересный момент, который я посчитал нужным вам рассказать. Также можно добавить то, что сирийские девушки очень любят танцевать на столах. В молодежных барах Дамаска это прям очень распространенное явление. Ну а теперь давайте немного сменим обстановку и перенесемся в другое заведение. А это уже ресторан. Сюда в большинстве случаев приходят ребята уже повзрослее, чем в предыдущий бар. Минимальный заказ на стол $20. Стол выглядит следующим образом. Я считаю, что это вполне приемлемая цена. Но, как видим, ребята здесь не мелочатся и могут себе спокойно позволить девушек деньгами обсыпать. Могу отметить то, что одна купюра это 500 лир и равна на $1. Также напомню то, что средняя зарплата бюджетников в Сирии равна $50. Ну а теперь давайте посетим заведение, в котором пытались собрать у меня камеру. Сразу хочу оговориться, когда мы заходили в этот бар, охрана предупредила, что здесь видеосъемка запрещена. Но после того, как сказали, что я из России, мне разрешили это сделать. Вот такое веселое заведение. Со старинной дверью, с веселой музыкой. Сейчас пойдем посмотрим, что там происходит. В общем-то, вот он, этот инцидент с камерой. Рядом со мной находился чувак, который увидел, как я снимаю видео. И он тут же вырвал у меня камеру. Да еще сделал это так ловко, как будто всю жизнь тренировался это делать. Тут же вмешалась охрана и мои товарищи. Ему объяснили весь расклад, камеру мне тут же вернули. Также передо мной извинились. Ну что, в завершение давайте посетим еще одно заведение, которое, я думаю, все-таки отличается от предыдущих. И я наконец-то вам расскажу, в чем определяющий фактор ночной жизни в Дамаске и сирийских девушек.
Теперь по поводу ночной жизни в Дамаске и сирийских девушек. Познакомиться с ними, конечно, можно, но несмотря на то, что сирийские девушки общительные, веселые и современные, познакомиться с ними, скажем так, будет гораздо сложнее, чем, например, в той же России, Украине или хотя бы во Франции. Причина состоит в следующем. Сирийские девушки чрезвычайно редко ходят в ночные клубы и на дискотеки женской компании. И уж если они идут туда отдыхать, то идут они туда либо с братом, либо с другом, либо со своим парнем. Исключение, наверное, только составляют девушки, которых в ресторане осыпали деньгами. У меня даже был такой момент. В одном из ночных клубов одна очень привлекательная девушка танцевала передо мной, скажем так, очень фривольно. Не тварь, конечно, но близко к этому. И впоследствии она оказывала мне знаки внимания. Так вот, эта девушка была в компании. 2 девушки и 2 парня. И для меня был странен тот момент. То, что, как я считал, один из ребят в этой компании должен был быть парнем этой девушки. И на все это он реагировал очень спокойно. Но впоследствии мне объяснили то, что этот парень мог быть вполне ее другом. В смысле не парнем, а просто обычным другом. А для тех, кто хочет потусить в арабской стране и познакомиться с арабскими девушками, для этих целей лучше всего выбирать Бейрут. Бейрут, возможно, самое тусовочное место в арабском мире. Именно туда специально приезжают для развлечений девушки из Ирана и Саудовской Аравии. Возможно, я сделаю обзор по этой теме. Если это вам интересно, напишите об этом в комментариях.